Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий в августе 2026 года. Что ожидает ваш знак Зодиака? Каков ключ к решению вашей, возможно, главной проблемы? Давайте с вами узнаем. Именно август будет поистине судьбоносным, а для вас, мои дорогие, он наполняет вас энергией для защиты того, что вам именно дорого. И у нас август – это коридор затмений 12 числа, полное солнечное затмение, которое происходит в знаке Зодиака Лев. И для вас это открывает, как, знаете, освещает дом именно денег, ваших финансов, личных ценностей. Происходит своеобразная перезагрузка в том, как вы зарабатываете, как вы тратите и, самое главное, как вы цените себя самих. И у нас происходит 28 числа, если мы говорим о коридоре, как раз завершающее лунное затмение в знаке Зодиака Рыбы. Рыбы, как и вы, принадлежат к знаку Зодиака стихии воды. Это такая своеобразная внутренняя эмоциональная трансформация. Это освобождение. Этот период может вам приносить, что вы узнаете какую-то тайну, то, что было как за 7 печатями скрыто. Или какая-то запутанная история в этот период августа тоже может уже стремиться к финалу. И посередине у нас как раз в этом коридоре затмения, мои дорогие, у нас еще и кармические узлы меняют свою ось. И теперь это будет на оси Лев-Водолей. Вот давайте мы с вами узнаем, а что же это будет для вас? Марс еще 11 числа входит в ваш знак Зодиака, наполняя вас и силой, и решимостью. И вы найдете в себе силы для того, чтобы, может быть, решить какую-то сложную тему или вопрос. Но давайте мы сначала с вами узнаем, что нам расскажут и покажут карты старинного цыганского пасьянса. Смотрим вместе именно о событиях. И помним, что это как прелюдия, это именно начало только августа месяца, это только подготовка декораций к тому, что будет происходить с 12 числа и до конца месяца. Итак, смотрим, что тут совпало. Вот, честно говоря, пока не вижу совпадений, пойдем с вами дальше. Кому-то, может быть, не избежать поездки, путешествия, по инстанциям, хочется сказать, открытая книга, конечно, у кого-то может проиграться как учреждение образования банально. Но иногда это конторы, офисы, учреждения, когда мы идем, согласовываем какие-то бумаги, получаем, или наоборот, может быть, отдаем что-то, да, или узнаем, как в отношении нас работает закон или какие-то положения, которые тоже с законом связаны. А также у вас выпадает кольцо, прочный союз. Есть человек, который вас поддерживает. Есть человек, с которым у вас не просто прочная связь, а союз. Это то, что будет продолжено. И вопросы дома – это действительно очаг, это именно дом. Что еще расскажут карты? Вот интересно, смотрите. Символ Меркурия, корабль, и это всегда перемены. Но в нашем пасьянсе это исполнение желания. Но я также должна сказать, что, возможно, много контактов вам предстоит, потому что если мы говорим о Меркурии вот именно сейчас, то это может быть проиграется, как, знаете, много каких-то даже новых людей, или очень много у кого-то будет согласований, каких-то переговоров, может быть, звонков, переписки. Но в конечном итоге это все как во благо, исполняется ваше желание. Тут об активности, тут не совсем, что мы сидим на месте, но значит все во благо или все для толка какого-то. И я должна сказать, что у нас по 6 число Венера находится в знаке Зодиака Дева. А Дева – это у нас, если мы говорим про Венеру и деньги, именно финансовая какая-то ситуация, то Венера в Деве – это как строгий бухгалтер. Дебет, кредит, вот порядок наводит, да, а то и какая-то аудиторская проверка. Это я имею в виду, когда именно в вашей энергии вы понимаете, что вам нужно что-то, может быть, подсчитать, пересчитать, что-то передумать, может быть, и согласовать, найти как какой-то ключ к развязке финансовой, у кого это именно проигрывается, кому это актуально.
Но есть тут возможность решить даже сложную какую-то финансовую проблему с учетом того, что нам и карты показывают, но и планетарных транзитов. И у вас, смотрите, не просто какая-то прочная связь, а еще и искренняя любовь или верность. А более того, тут какая-то ситуация судьбоносная, потому что именно судьба, крест, да, обозначает, значит, так складываются события, что для кого-то из вас тот вопрос, который долгое время, ну как ни шатка, ни валка, он не решался. А для кого-то может еще проиграться такой момент, когда долгое было ожидание в решении какой-то темы, и у вас все никак не получалось, ну вот как что-то состыковать, или вы не знали, как вам действовать, или, может быть, были как ограничения какие-то. Вот я тут вижу, нет ограничений, мои дорогие. Вот здесь, наоборот, можно, как, знаете, импульс какой-то получить, или понимать, как вот вам нужно действовать. Возможно, эта информация буквально придет из такого достоверного источника, если мы говорим организации, учреждения, а для кого-то еще и август месяц может сопровождаться важными решениями по части жизни личной, мои дорогие. Или это будет касаться вашим решением, ну, к примеру, завершить свое одиночество. По крайней мере, об этих вопросах тот, кто один или одна, явно вы будете думать. Итак, смотрим, что мы можем еще соединить. Напомню, что в нашем пасьянсе мы можем соединять то, что по вертикали и по горизонтали в крайних рядах у вас совпадает бокал. А бокал – это у нас гости. Поэтому тут и вы можете к кому-то в гости, ну и к вам могут тоже приходить какие-то гости. Может быть, есть для этого повод. Я такого тоже не исключаю. Не вижу больше совпадений, поэтому пойдем с вами дальше. И вот давайте на колоде Ленорман, Чаро Маркетти, проясним. Достанем первую карту. Что-то тут у нас переворачивалось. Ну, любовь. Ну, вот я уже сказала. Любовь, взаимопонимание, искренность и верность. Два лебедя. Может быть, это и вопросы дома, вопросы семьи, вопросы пары. Итак, что нового придет в вашу жизнь? Что нового придет на ваш порог? Может быть, это и есть тот поворотный момент или ключ, который вам вот поможет решить какую-то задачу. Итак, что нового? Вторая карта. Что не оставит вас равнодушным или кто себя проявит для вас неожиданно? Что вы, иными словами, не сможете пустить на самотек, а вам придется в этом участвовать? И третья карта. Что прояснится? Какие дороги откроются перед вами? Что или кто изменит ваши планы? Чем вам запомнится август? Что нужно взять из августа с собой в будущее? Ну и последняя карта, как карта совет. Ну и к чему приготовиться, что будет идти дальше? Итак, что же тут нового придет в вашу жизнь, на ваш порог? Или, если мы говорим поворотный момент, да, вот тут ключ к решению проблемы, он у вас точно будет. Потому что всегда, когда выпадает плеть и метла, это мы как избавляемся от какого-то мусора. Плеть, правда, тут в таком значении, что несколько нам придется себя организовать на это. Ну или, может быть, и заставить. Вот я тоже не исключаю. Но тут есть какое-то взаимодействие. Волшебное число, вибрирующее 11. У вас есть какой-то единомышленник, у вас есть поддержка. Может быть, контактное лицо, может быть, контактный как, ну, как чиновник даже, да, который вам может помочь решить какую-то проблему. Или как откроет глаза, как нужно это сделать. Я вот это точно, я не могу это исключить. Вот у вас какая-то запутанная история, вот что нового придет в вашу жизнь. Ну, как вас подталкивает, может быть, судьба и к решимости, и именно теперь, как какой-то реванш, может быть, взять, или разобраться в каком-то вопросе. А с чем это связано? Давайте узнаем. Достанем дополнительную карту. Так что же это новое? Что же за ключ? А вот тут как будто нужно быстрее у кого-то получить документы. Может быть, документы, которые связаны с поездкой, может быть, с перемещением, какими-то дорогами. Ведь по аркану звезда очень часто проигрывается дистанция. Вот как дистанция в километраже, а у кого-то может проиграться тот вопрос, который долгое время висит и все никак не решается, мои дорогие. А что это такое вот для вас?
Для кого-то из вас это может проиграться как дополнительный доход, кстати. Ведь по аркану звезда — это еще у нас эфир, пространство, интернет, как вторичный может быть заработок, да, ваша работа в интернет. Тогда тут может быть связано что-то и с работой, может быть, и откуда к вам приходят деньги. Кстати, я такого не исключаю. Так что же это за нового, что это за ключ? А вот точно денежную ситуацию, когда вы долгое время, ну, как бездействовали, может быть, наблюдали, анализировали, может быть, с кем-то списывали, что-то узнавали, но вы ждали, мои дорогие. Вот здесь я вижу, что какое-то ожидание вы завершаете. Вам именно нужно набраться решимости. Вот смотрите, есть такой момент, что вы можете узнать или найти какую-то новость, вот, кстати, не исключая в интернет или посредством, может быть, интернет или каких-то новых технологий, вы можете узнать какую-то тайну, которую вы как не видели, оно, может быть, даже и не было тайной. Вы почему-то могли по какому-то вопросу, если действительно вопрос касается, что вам нужно решить какую-то проблему, вы ее видели или однобоко, или вот, ну, может быть, это вас кто-то в заблуждение ввел. Я такого не исключаю. Но вот именно в августе у вас это прямо, знаете, как сама судьба торопится вам что-то прояснить. Может быть, это вы встретите какого-то человека, найдете его, да, или найдете информацию по 5 свечей и понимаете, что мое представление о решении этого вопроса, оно было искаженное. Мне нужно было действовать по-другому. Возможно, кто-то из вас поймет, что вам могли, допустим, предварительно что-то пообещать, а потом о вас забыть и не сделать, а вы сидите и ждете, вот что-то такое тоже у вас может проясниться. И как только, вот вы знаете, у вас как какой-то пазл сойдется, аркан силы, энергия как у мага, то есть у вас нет ничего невозможного, но это ведь, знаете, карта дисциплины и критического мышления. Вот любой вопрос, правда, нет ничего невозможного. Но если вы его вот так обстоятельно, рационально, холодной головой проанализируете, возможно, добавите, найдете эту информацию. И тут у каждого по-разному. Кому-то необходимо, может быть, некоторые офисы, конторы специалистов посетить, а кто-то просто эту информацию найдет, что нет. Мой вопрос, он может решиться другим каким-то образом, или как в другом кабинете, или вообще ему нужно подойти как с другого как конца, да, к решению этой темы. Карта силы, конечно, она обещает победу, она обещает решение какого-то вопроса, причем в ускоренном режиме. Тут у вас, знаете, вы могли долгое время ожидать, что что-то решится. Может быть, повторюсь, кому-то вам из вас пообещали, кто-то, может быть, и предпринял шаги, но вы как подключили других людей. И уже есть мы, когда кого-то подключаем, мы думаем, ну, раз человек пообещал, а то и мы заплатили, так тоже бывает. Ты заплатил, и ты думаешь, ну, раз заплатил, так уже можно спать спокойно, ничего подобного. Вот здесь может быть такая метаморфоза, будьте внимательны, потому что вы понимаете, да нет, тут не движется что-то, именно потому что, ну, как застряло. И как только вы начинаете этому уделять внимание, как вот эту цепочку раскручивать, вы тут же понимаете, как вам нужно действовать. Вот знаете, вот это ноу-хау, знаю как. А все то, что вы делали или не делали до этого времени, а просто именно, ну, как лучшего момента ждали, вы понимаете, да нет, и тут надо действовать, иначе я и так потеряла много времени. А вот именно карта скорости вам выпадает. И, кстати, это карта доброй трансформации, и это карта быстрых новостей. У кого-то это бумага конкретная, у кого-то это письмо, у кого-то это может быть и звонок, разговор, да, когда, ну, как... без обид, волшебный пендель нам, ну, озарение, да, вот мы понимаем, да, этого, ну, как-то мы видели по-своему ситуацию, и тут вдруг мы осознаем, елки-палки, а чего я ждала, спрашивается. А потому что, повторюсь, либо кто-то ввел вот в такое невидение, и были какие-то надежды, либо вам как-то объяснили так ситуацию, что вот оно должно быть так. А на самом деле нет, тут есть вариант выхода. Поэтому, правда, у кого какая-то сложная, запутанная история, ключ вы найдете. Он как будто сам ищет вас. И будьте тогда готовы, потому что 8 жезлов, ну или 8 свечей в этой колоде, она символизирует, эта карта о том, что мы как раз в какой-то момент X получаем это сведение. И нам нужно тут же собраться и именно переключиться или переключить свое внимание на решение этого вопроса. У нас может быть множество планов. Мы можем там что-то напланировать,
себе прежде, да, но тут как будто наши планы нужно так вот немножко оставить на потом, а именно Его Величество. Случай идет по этой карте, нам нужно включиться и не потерять времени даром. Давайте вторую карту откроем. Кто проявит себя неожиданным? Ну, не сможете вы какое-то дело игнорировать. А вот оно 50 на 50. Для того, чтобы 6, победу вот эту получить, вот словно были тучи. Тучи – это не то, что навсегда. Это какой-то период, который был предыдущий в вашей жизни, и что-то, опять же, вы не могли осуществить. Нашла коса на камень. Или все не получалось, как, ну, сдвинуть, может быть, какой-то проект с мертвой точки. И вот теперь это проясняется, мои дорогие. Правда, королю треф это соответствует, поэтому для кого-то это может быть важное контактное лицо, которое вам как раз точно, помимо важного контактного лица, у вас еще сама фортуна вам помогает. Это все то, что я говорила. Поэтому тут придется включиться в некоторые вопросы, точно проигнорировать не получится. У вас шикарная чуйка, интуиция, и вы будете чувствовать, даже если какая-то архисложная ситуация, уже теперь в августе вы можете как, ну, вот этот, знаете, такой добрый драйв получить к тому, что дело сдвигается с мертвой точки. И будьте тогда готовы. 2 карты скорости, как и колесо фортуны, так и 8 свечей. Не потерять время. Не отложить что-то, это я подумаю потом. Нет, тут куй железо, пока горячо. Вот эти тучи, они действительно расходятся. Кто проявит себя неожиданно? Паж свечей. Здесь вы можете получить какую-то новость. Или дело начнется с того, что какой-то человек вам скажет фразу определенную, и она будет как дополнять вашу тему, которая, может быть, крутится в голове, но вы не знаете, как к ней подступиться. Вот здесь, правда, какой-то пазл у вас сойдется. Но я тут больше даже могу предположить, что известие может приходить даже от кого-то, кто моложе вас. Или может приходить, почему я говорю случайная фраза, от того человека, которого вы, возможно, даже считали, ну, незрелым где-то. Но это, знаете, вот именно как импульс, поворотный момент. Вы что-то такое слышите, и вот этот пазл у вас сходится. После этого ваша активность, не теряя времени, у вас сама фортуна вам дает какой-то счастливый билет. И это может, повторюсь, начинаться либо с получения известия, с важного разговора, с важного контакта или с какой-то услышанной новости. Тоже не исключаю. Так что же прояснится? Какие дороги перед вами откроются? Как по судьбе? А что это такое? С чем это связано? Давайте узнаем. С деньгами. Я говорила до карт. Вот, видимо, это энергия солнечного затмения во Льве, но и одновременно Юпитер во Льве именно для вас может не просто защиту, а давать какую-то решимость решить именно темы, которые связаны с деньгами, личные ценности. Может быть, это и будет какая-то перезагрузка в том, как вы зарабатываете, как вы тратите и как вы, опять же, цените себя. И Меркурий, мы говорим, да, тут у нас один из символов выпадал, как корабль, я говорила. Он именно с вами как остается до 9 числа, поэтому для кого-то из вас именно с первых дней месяца, мои дорогие, уже вот будьте внимательны к собственным инсайтам. Правильные мысли могут приходить. Или как откуда или где поискать эту информацию, если вам это нужно. Или сами по себе как-то вы будете более так вот глубоко исследовать какую-то информацию, и все-таки вы найдете способ решить какую-то задачу, если это у кого проигрывается по части денег. Просто судьба и 9 пентаклей. Тут прям какая-то судьбоносная история, которая связана с деньгами. Вот я вижу так. И это то, что вы как себе сами должны открыть какие-то дороги. И справедливость, смотрите, ведь всегда справедливость – это у нас причина и следствие. Правда, тут какая-то история имеет уже, может быть, затянувшееся начало или нерешенный вопрос. Для кого-то из вас, может быть, по деньгам придется отправиться или в банк,
или в какие-то конторы. Ну, может быть, у кого-то и налоговые. Я тоже не исключаю, да, о справедливости девятка пентаклей. Может быть, оплатить что-то, и тогда у вас вот получится это сделать. Возможно, какой-то вопрос вам нужно решить, ну, к примеру, для тех, у кого сейчас идут слушания в суде. Тогда вы тут в любом случае с этими картами можете пойти как на нейтралитет, да, на договоренности. Вы можете медиаторством уладить какой-то вопрос, и более чем вы останетесь довольны, по крайней мере, вы останетесь в плюсе, а не в минусе. Даже если в чем-то придется поступиться или за что-то придется заплатить. Потому что вот как сама справедливость по судьбе идет в вашу жизнь, мои дорогие. И она же и открывает вам дороги к заработкам. Она вам открывает по справедливости еще какие-то дороги, которые могут быть связаны с оформлением, с документами, с законом, ну и так далее. Потому что очень емкие получились вот эти 3 карты. Вы сами себе тут открываете дороги. Самое главное, ну вот вам решиться, не упустить время. Давайте откроем следующую. Что или кто изменит ваши планы? Ну вот я говорила, ключи в ваших руках. Хотя для кого-то это будет личная жизнь. Все-таки у нас в колоде Чаромаркете изобразил розу, да, вот в этой клетке. А ключики, они у вас. И только вы решаете, в какую сторону повернете ключ, открыть или закрыть. Возможно, вам придется с кем-то так контактировать и принимать важное решение. Опять же, у нас аркан номер 33. Это, если сложим, 6. И это победа, это правда. Ключи в ваших руках. И какая-то история, может быть, связанная свечи или жезлы. К примеру, если личная жизнь, может быть, это взаимоотношения в паре. Или это, может быть, отношения, которые были на уровне дружбы, да? А здесь, с учетом аркана справедливость, может быть такой момент и колесо фортуны, что вы задумаетесь всерьез о том, чтобы объединиться, может быть, оформить отношения. Но я тут больше вижу, что у вас будет помощник, единомышленник для того, чтобы решить какую-то задачу. Все-таки по рыцарю свечей, ну или рыцарь жезлов, это, знаете, как именно в этой колоде, как спасатель. Поэтому здесь может быть какое-то конкретное лицо, которое за вас переживает, вот даже так, с которым у вас, может быть, или с которой, да, тут по-разному, будет обсуждение какой-то вашей темы, может быть и так. И вот, кстати, вы можете даже с кем-то проговаривать свои вопросы откровенно, с кем-то вы можете быть откровенным. Может быть, с теми как раз один человек, которому вы доверяете. И вот здесь может быть вот какой момент. Кто или что изменит ваши планы. Вы можете какого-то человека как узнать заново, несмотря на то, что ваша история длилась долго. Перед вами как человек может открыться с лучшей стороны. Потому что он либо участие проявит в вашем вопросе, либо какую-то здравую мысль скажет. Может быть, он и моложе вас, кстати, этот человек. Вот я только говорила. Но тут, знаете, как в диалоге рождается истина. Пусть это не для всех, но для кого-то это может проиграться. И тут тогда может сложиться очень красивый тандем. Но ключики-то в ваших руках. Поэтому, ну вот планы можете вы изменить именно потому, что перед вами как судьба какие-то ворота открывает и в руки вам дает ключ к решению проблемы. Давайте узнаем, чем запомнится август и что же нужно с собой взять в будущее. Нечего добавить. Карта Солнца, мои дорогие. Но именно август для вас. Все те энергии, о которых я говорила еще до карты, все то, что нам выпало, карта выбора правильного направления. Безусловно, Солнце – это ясность. Поэтому много сказала, уже не повторяюсь, но у вас, правда, не просто прояснить что-то, а еще и решить можно. Потому что сами себе как дороги в будущее открываете. И вот эта солнечная энергия, вот эта огненная энергия вам именно помогает в августе. Не упустите момент, потому что в августе это только прелюдия. Последующие 6-8 месяцев вы можете кардинально изменить свою судьбу. Не достаю дополнительные карты. Тут все понятно. К чему приготовиться? Совет. Есть то, что именно в августе вам нужно оставить в прошлом.
Вот мы долго с вами говорили. Правда, есть какая-то проблема. Ну, хочется сказать, как затыль какой-то. Так вот, какая-то заноза, видимо, у вас, мои дорогие, любимые раки, есть. И, ну, надо ее решить. Понимаете? Или вам, может быть, с каким-то, ну, я не знаю, темой какой-то, или, опять же, вопросом, задачей, вам нужно разобраться. Вот как будто не тянуть с собой, раз у нас сейчас такая, как перезагрузка, да, и коридор затмений, и меняют узлы кармические, свою ось, уже, и ведь это на долгий период времени. У нас аж до конца марта 2028 года ось кармических узлов будет находиться Лев и Водолей. То есть эта дистанция, может быть, это вы начинаете в августе. Дальше активная ваша деятельность 6-8 месяцев, а потом последующая на долгий период, ну уж точно, как минимум, до конца мая 2028 года. Это, знаете, вот дорога к солнцу, дорога к счастью, дорога совершенно другому уровню жизни, качеству мы говорим, да, жизни. Но есть неизбежно те темы, которые вам нужно именно оставить теперь, как в прошлом, решить. Давайте я узнаю, спрошу, так а что это такое, или к чему приготовиться еще. Королева свечей. Ну, для кого-то это, вообще, это карта сильной позиции человека, того человека, который прошел очень сложный путь. Словно его судьба как нарочно в каких-то темах ставила на колени неоднократно. Но он шаг за шагом научился подниматься с колен. И теперь он правильно работает с информацией, раз, и правильно распоряжается деньгами, два. Поэтому для кого-то из вас именно общение, коммуникация и решение финансовых вопросов. Это как совет, к чему приготовиться, и, может быть, на последующий период для вас тоже будет важно, как правильное общение, правильные люди и постоянно финансы держать под контролем. Давайте еще к чему приготовиться. И к тому, что у вас будет, скорее всего, может быть, с заходом на осень, у вас еще не раз будет выбор. Какой-то выбор, который вам может показаться сложным, но от него нужно не уходить, потому что 2, да, число 2 или двойка перьев написано, это как 2 меча, двойка мечей. Мечи, интеллект, есть какая-то задача, которая должна быть решена. Как только одно направление вот из этих двух, не топтаться на месте, а тут вам именно нужно как знаменатель какой-то подвести под какой-то историей, которая длится какое-то время. Давайте еще совет достанем. Пора тебе в будущее. Тройка всегда карта будущего, а тройка свечей вам говорит вот о чем. Что вы только в августе как начинаете первые шаги. И, может быть, в течение августа вот этот вот как раз бог Анубис, да, карта саркофаг, как будто ты оставь, вот реши какой-то вопрос и оставь. И для решения этой темы вы как можете задержаться на полдороги, именно для того, чтобы что-то согласовать, что-то подписать или подвести под этот самый знаменатель. И далее перед вами как открываются все пути дорожки. Вот есть только одна какая-то тема, может быть, их и больше, но, видимо, одна как главенствующая после нее, стоит ее с ней только разобраться, а все остальное, оно будет складываться как-то само по себе, или более гладко, или, знаете, как причины и следствия. Вот тут вот есть только что-то такое одно важное, и у вас ключи в ваших руках. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние, душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте. Уже готов, опубликован на август астрологический прогноз. Кому интересно, ссылки в описании под видео. Перейдите, прочитайте, информации будет больше. А я вас люблю, мои дорогие, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.